Итак, здравствуйте, друзья! Вот я закончил картину. Это абстрактные цветы, смешанная техника и масляные краски. Посмотрите, что я сейчас хочу сделать. Я делаю следующий этап покрытия картины лаком. Для чего это нужно? Это придаст моей картине блеск. Мне нравится, когда краска блестит, когда она яркая. И как раз вот когда большим слоем рисуешь картину, то после лаком, когда покроешь, она еще красивее играет. Вот это мне очень нравится. И я еще устраню проблему, которая остается после написания картины. Прожухлость. Вот, например, если посмотреть вот здесь, в это место, вот черное пятно, оно глянцевое, оно блестит. А вот это коричневое, такое бордовое, смешанное с желтым, вот это место, оно прожухлое. И как раз краска, она по всей картине должна быть равномерным слоем прокрашена. То есть или вся матовая, или вся глянцевая. В данной картине я вижу, что много мест у меня с такими дефектами. Почему это происходит? Потому что разная консистенция краски и масла в краске. И вот для этого я буду покрывать картину лаком. Посмотрите, пожалуйста, как это я буду делать. Итак, чтобы покрыть картину лаком, нужен сам лак. Я беру широкую кисть. Вначале предварительно прочищаю холст тряпочкой или сухой кистью от пыли. Есть широкая кисть специальная, чтобы убрать пыль. И начинаю широкой кисточкой с одного угла. Сейчас я сделаю специально, вот так прокрашиваю. Эта картина большая, чтобы вы увидели разницу. И вот так равномерно я прокрашиваю. Смотрите, в разные стороны вожу кистью. В разные. Несколько раз. Чтобы лучше краска впитала лак. Также мы должны помнить, что лак дорогой, и мы должны как можно максимально втереть лак в нашу картину. И заметили уже, как первый слой лака начинает выравнивать картину по цвету. Цвет начинает играть. Вот что мне не нравится в акриловых картинах, их тоже надо покрывать лаком, когда они потом цвет начинает играть. Но в масле цветовая палитра намного шире. Но одна проблема у масла. Она дольше сохнет. Масляная краска дольше сохнет. Вот это. И другие эффекты, конечно, удобнее делать акрилом. Вот таким образом я прокрашиваю всю картину.
Конечно, правильнее, если картины меньшего размера, эта картина у меня 120 сантиметров на 90, их удобнее в вертикальном положении покрывать лаком. И еще смотрите на свет потом. Какие места более удачные, какие менее, чтобы еще раз вернуться и покрыть лаком. Лучше 2 раза покрывать. Ну а очень важный совет, если вы покрываете картину масляную, дайте хорошо высохнуть краски. Потому что если вы вот такими пастозными стежками кладете, мазками, то если краска не высохнет, вы можете испортить картину. Лак разъест верхний слой и начнется неприятность в самый ненужный момент. Дайте хорошо высохнуть картину. Но в акриловых картинах это очень быстро будет, там, за несколько часов она высохнет. Заиграл. Как лак вытягивает цвет красиво. Особенно в таких картинах это реально шикарно. После этого, как вы покроете, дайте высохнуть одному слою. Несколько дней или день. Потом покройте еще. Вы будете чувствовать. Если лак липнет, значит еще лак надо подождать, чтобы он подсох. Итак, я вот покрыл полкартины лаком и хочу сейчас вам показать, какой эффект получился. Итак, друзья, посмотрите, вот эту часть, которую я сейчас показываю, она покрыта лаком. Вот я ее вот так покрыл, полкартины. Смотрите, как играет цвет, как блестит. Вот, особенно вот сейчас хорошо видно, вот в этом месте. Цвет играет. И посмотрите, вот, пожалуйста, вот сюда. Здесь нет этого эффекта. Вот здесь четко, отчетливо видно. Вот. Вот. Как раз сейчас фотоаппарат настроился хорошо. Смотрите, как играет. Вот. Я как раз хотел вот такого эффекта. Чтобы краска играла всеми тонами. А еще интересно, что при разном освещении, например, дневном и вечернем, оно будет играть по-разному. Днем один цвет, а вечером, когда будет включен свет, то картина по-другому будет играть, по-другому будет звенеть. Вот такой эффект. Итак, но я сейчас буду продолжать, чтобы покрыть картину полностью. Вот, как оранжевый заиграл. Смотрите, какая красота какая.
Переворачиваем картину, чтобы получше увидеть. Вот и все, друзья. Первый слой готов. Надо дать подождать и потом еще одним слоем покрыть картину. Вот здесь я заметил место есть, где прожухлость. Потом на глаз смотрю, в каких местах. Вот такой метод, он простой, но надо знать и использовать этот метод в покрытии лаком картины, особенно масляной живописи. Это очень интересно. Цвет начинает блестеть, звучать, и это реально красиво. Но ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Еще много чего узнаете о жизни художников и их методах написания картин. Ставь лайк.